Всем привет, дорогие друзья! С вами компания «Огороживание». Мы представители завода КВД, который находится в Германии и выпускает инжекторную технику для нанесения жидких азотных удобрений путем инъекции. Сегодня мы находимся на выставке Агроэкспо 2020. Хотел бы для вас провести небольшой обзор самого агрегата АПИ-6. Это украинско-немецкий проект. Данный агрегат, почему украинско-немецкий? В Украине для нас делают раму. Все остальные комплектующие у нас импортные, то есть большинство комплектующих это немецких, остальные итальянские. Давайте сейчас я вам расскажу за нашу систему фильтрации. Итак, система фильтрации у нас устроена таким образом. 5 защитных фильтрующих элементов стоит. Первый. Здесь у нас заправочная горловина, здесь стоит камлок, через который заправляется удобрение в саму емкость. Механизатор подходит, подсоединяет камлок и заправляет. Самое главное отличие от других производителей, в том, что у нас заправляется сразу в горловину, то есть через крышку удобрения. В самой горловине стоит сетка. Другие остальные производители, допустим, врезаются где-то внизу емкости. Чем это лучше? Через горловину, через сетку. Когда мы подключаем, мы знаем, что есть проблемы у нас с абразивом, с ржавчиной в емкостях и так далее. Когда более крупные абразивные частицы, там чуть ли не ошметки ржавчины попадают в емкость, то они потом проходят через фильтра. В нашем случае все крупные абразивные частицы, они задерживаются в сетке, которая находится в горловине. Далее с емкости у нас подается удобрение через один более крупный фильтр, потом через более мелкий фильтр. Потом удобрение проходит через насос, нагнетается давление, проходит через четвертый фильтрующий элемент, самоочистной фильтр. Далее по секциям удобрение идет и поступает на сами рабочие органы. На рабочих органах, перед рабочим органом в форсунках стоят еще сеточки. То есть это уже 5-й рубеж для того, чтобы абразив не попал в механизм кулисного распределителя и не повредил его. В данном агрегате мы используем одни из самых качественных комплектующих. Ну, допустим, серьгу мы используем австрийскую. Донкрат мы используем итальянский. Насос, в данном случае стоит мембранно-поршневой, в принципе насос можно поставить любой, но в данной комплектации мы установили мембранно-поршневой насос от привода вала отбора мощности для того, чтобы этот агрегат мог агрегатироваться совершенно с любым трактором, хоть с КМТЗ-82 и тракторами высшего класса. Система электроника дозирования и внесения мы используем араговскую. Допустим, мы обращаем вещи даже на такие мелочи, мы не удешевляем конструкцию, мы делаем ее более качественную, долговечную. Один из таких элементов, допустим, расходомер. Здесь мы используем расходомер индукционный, да. Есть всего 2 типа расходомеров. Есть вольф лопастной, то есть механический, который внутри считает, сколько жидкости через него прошло. И также есть индукционный расходомер Орион. Чем они отличаются? Они отличаются, конечно, в долговечности, качестве исполнения и качестве дозирования. То есть индукционный намного точнее считает, то есть вы тогда более точную норму будете вносить на свое поле. И отличие, естественно, в цене. Потому как если Вольф стоит там 5000 гривен, то данный расходомер стоит там 17-18 тысяч гривен. Вот. Но фермер получает надежную работу на протяжении многих лет и не заботится о том, что у него что-то неправильно вносится. Пойдемте дальше, я вам покажу полуося, какие мы используем. Полуося мы используем фадовские. Извините, что краску немного стерли при транспортировке, повредили лакокрасочный покров, но ничего страшного, здесь находится металл весь из нержавеющей стали, поэтому он не ржавеет. Завод ФАТ, это 2 завода, которые находятся, один находится в Германии, второй находится в Италии. Это очень качественные полуося. Резину мы используем БКТ-шную, это индийский производитель. Кстати, размер резины у нас 455 на 22,5, то есть само колесо имеет ширину 40 сантиметров, то есть пятно контакта очень большое. И мы рассчитали данный вес, чтобы не травмировать растения, там, озимую пшеницу во время кущения, там, ну и так далее. То есть и не трамбовать сильно грунт. Итак, друзья, теперь мы подошли, скажем так, к сердцу нашего агрегата. Да? Это сам рабочий орган, это элемент, который распределяет впрыск непосредственно в грунте. Мы используем только оригинальный рабочий орган производства Германии завода КВД. Да? Мы видим, что на нашем агрегате стоят на 6-метровой ширине захвата у нас стоит 24 рабочих органа с междурядием 25 сантиметров. КВДшные рабочие органы дают большую надежность. И более 15 лет уже завод производит данные рабочие органы. Очень много
производители сельхозтехники в Европе, когда делают подобный агрегат, они используют именно КВД рабочие органы. Это такие производства, как Гюстровер, потому как он более долговечный и очень дешевый в обслуживании. Итак, ребята, а с вами хотел попрощаться. С вами был Александр, компания Горжиловня. Всем хороших урожаев и хороших осадков. Всем пока.